Добрый день! Сегодняшнее видео будет посвящено абсолютно новому автомобилю для нас, новому шасси, вернее, для нас, так как навеска в данном случае это топливозаправщик 12 кубов. Мы о ней неоднократно говорили, есть на ней неопределенные в данном случае какие-то отличия, мы об этом скажем обязательно, но самое главное, о чем мы будем говорить в этом видео, это об том, что наше предприятие наконец-то получило одобрение типа транспортного средства от автомобильного завода «УралВАЗ», и теперь мы расширяем линейку наших автомобилей, то есть все навесное оборудование, которое мы раньше предлагали вам, нашим клиентам потенциальным, на шасси КАМАЗ, теперь доступно и на шасси производства АЗ «Урал». То есть это в данном случае у нас Урал Next, но помимо, скажем, шасси с кабиной Next доступны теперь и бескапотные шасси со спальным местом, либо без него, и капотные шасси со старой кабиной 4320, которые всем знакомы, которых основная масса ездит по дорогам нашей необъятной родины. Ну, давайте конкретно поговорим об этом автомобиле. Как я уже сказал, кабина Next, вот видите, достаточно такая массивная, высокая, капотная. Много о ней было снято уже роликов в YouTube различными блогерами, за, против, конструктив, технологические особенности. Об этом, конечно, мы не будем сейчас подробно разговаривать. Мы будем говорить о том, что мы непосредственно сделали с этим шасси, с этой кабиной. На данном автомобиле конкретно было доработано и установлено спальное место. То есть оно такое большое, широкое, полноценное. То есть в отличие от КАМАЗа, оно, конечно же, более комфортно по ширине, значит, собственно, спального места и по ширине, собственно, кабины. Шасси Next, кабины Next с завода не оснащаются спальными местами, поэтому все, что вы могли видеть ранее, видите сейчас, это уже доработки производителей навесного оборудования, либо каких-то специализированных компаний, коих в нашем регионе тоже достаточно много, которые специализируются просто на доработке шассей. В данном случае у нас кабина темно-синего цвета, то есть выкрашен спальник также в такой же у нас цвет. Мы потом залезем обязательно в кабину, покажем вам, насколько, скажем так, она более комфортна, чем КАМАЗ. Ну, мы, по крайней мере, так считаем, и нам больше нравится. Оснащение данного автомобиля: двигатель здесь у нас рядная восьмерка, 312 лошадиных сил, коробка передач ZF9. То есть очень-очень такой интересный автомобиль, нам он очень нравится. Что касается именно самого шасси, как работает двигатель, его тяговитость, работа коробки передач, ну, мы довольны этим автомобилем, как он себя показывает, вот, по крайней мере, в период сборки его у нас в цехе, на территории, во время испытаний. Все, скажем так, и сотрудники с сборочного участка, и сотрудники испытаний УТК, все, скажем так, от всех были положительные отзывы касательно самого шасси автомобиля. Оно у нас получилось вот из-за как раз таки установки спального места, естественно, ДЗК также за кабиной. Съело это немножко у нас размер, вот длину монтажную длину рамы. И это потребовало от нас достаточно таких изощренных конструкторских решений по расположению насосной установки, по подбору размеров, сечения, длины, емкости, так как от заказчика была задача изготовить емкость не просто 12 кубических метров, а 11 кубов 784 литра. Что мы сделали и добились такого результата. Естественно, с помощью калибровки, то есть мы это все проливали, испытывали, то есть и подтвердили нашему заказчику именно необходимую кубатуру, выдав ему сертификат калибровки, также который мы проводим у себя на предприятии. Топливозаправщик, естественно, подразумевает тот момент, что шасси должно быть доработано под АПОК. Тоже об этом много говорили. Здесь отличительный момент, что у нас маяки проблесковые, вот они работают, включенные, то есть такие импульсные маяки, диодные. Они, в отличие от КАМАЗа, не на кронштейне закреплены, а это магнитные маяки, то есть каждый из них автономно просто на магните установлен на кабину, и вот такое вот импульсное диодное мигание они выдают. Естественно, защита баков, экранирование проводки,
Катушки заземления, маркировка емкости, знаками опасности, светоотражающим материалом, кронштейны для держателей сменных табличек, ящики для песка, для кошмы, вот их видно. Дальше мы пойдем посмотрим, увидим противоподкатный брус, огнетушители в пластиковых пеналах. Это все имеется на этом автомобиле. Он, кстати, также еще у нас оснащен тахографом, потом в кабине посмотрим обязательно. Ну, про компоновку самой цистерны, то есть здесь у нас классическая компоновка, узел выдачи топлива между кабиной и цистерной. Получилось здесь его поставить, так как раз ровно такое же расстояние между кабиной и цистерной на противоположной стороне занимает кронштейн запасного колеса, поэтому здесь совершенно спокойно узел выдачи у нас поместился. В данном случае на этом автомобиле такая вот его вертикальная компоновка, то есть дверь открывается у нас в бок. Счетчик ППО 40 повышенного проходного сечения увеличенного для быстрой заправки техники. Собственно, соответствующего диаметра раздаточный пистолет отсечной, фильтр DN50 сетчатый для предварительной очистки топлива, подсветка диодная, и у нас на данной машине присутствует один из элементов премиальной, скажем так, премиального исполнения наших топливозаправщиков. В данном случае это у нас блок управления пневматическими клапанами. То есть три, скажем так, рычага, которые отвечают: первый за, в принципе, подачу воздуха вообще на систему блока управления, и два рычага, отвечающие за донный клапан номер 1, донный клапан номер 2, так как бочка у нас двухсекционная, разделена на равные отсеки. Это можно хорошо видеть по наличию двух заливных горловин. Собственно, напорно-всасывающий узел, также классическое его место расположения. Единственное отличие это у нас вот наличие на закачке IP-адаптера для нижнего налива. То есть здесь на данной машине не предусмотрена система рекуперации паров. По заданию заказчика только IP-адаптер для возможности произведения нижнего налива. Здесь, вот, к сожалению, не поставлена защитная крышечка, что такая оранжевая. Она потом здесь будет установлена. Это у нас IP-адаптер производства компании Sivacon. То есть вот вы можете видеть, после калибровки еще не до конца слита вода, потому что мы производили ее буквально вот перед тем, как сюда выезжать. Она вот немножко подкапывает, но сейчас на завод мы вернемся, обязательно все это будет слито. Ну, поторопились немножко, так как заказчик уже ожидает нас на территории завода. Сегодня эта машина уже уезжает к своему владельцу, поэтому поторопились немножко, вот с трубопровода воду слить не успели. Что касается вот этих вот шлангов, которые вы можете видеть, это напорно-всасывающий рукав. Он у нас из напорно-всасывающего узла уходит, собственно, естественно, на счетчик, через фильтр проходит и выходит у нас обратно из УВТ. И вот на таких вот крюковых подвесах делает несколько витков, и длина его составляет у нас в данном случае 10 метров. Для того, чтобы я вам показывал, что пистолет у нас находится внутри ящика УВТ, то есть он просто там закреплен также на кронштейнах, к рукаву он прикручивается, естественно, вот с помощью резьбовой накидной гайки. Для чего это сделано? Ну, просто чтобы данный пистолет, скажем так, это, ну, назовем это антивандальная такая вот система антивор. То есть открутили гаечку, пистолет убрали, закрыли ящик. Все, можно быть спокойным, что это оборудование всегда останется у нас в сохранности. По верхнему оснащению пробежимся. Значит, светодиодная подсветка у нас по всему периметру цистерны. Значит, два фонаря с каждой стороны, пятый фонарь сзади для освещения автомобиля, ну, рабочей, скажем так, зоны задней части, если вдруг производится заправка именно вот в такой вот расстановке техники. Площадка верхняя для обслуживания наливных горловин оборудована у нас оцинкованным трапиком из просечного листа, складными перилами. Естественно, наш фирменный уже фальшборд с резиновым бортиком. Также для дополнительной безопасности работы.
Лесенка для подъема в задней части. Все элементы, естественно, съемные, уже стандартное наше исполнение для замены, ремонта, подкраски всех этих элементов отдельно от емкости. Все это можно производить. Боковой бронелист, поясное крепление, уложены ложементы, цистерна через резиновые прокладки. Стремянки у нас не приварены к поясам, то есть пояса их просто огибают. Естественно, крепятся к ложементам стремянки через толстостенную трубу, которая у нас подразумевает, скажем так, определенную прогнозируемую информацию при подтягивании стремянок. Стремянка остается целая. Пеналы оцинкованные, комбинированные с пластиковыми контейнерами для сбора капельной течи. Естественно, в них уложены 4-метровые напорно-всасывающие рукава с БРСами длиной 4 метра каждый с двух сторон. Вот с этого ракурса давайте еще буквально на секунду остановимся про сечение. То есть, когда мы стояли сбоку автомобиля, наглядно было видно, мы говорили об высоте, о том, насколько высокие автомобили, для чего нужна трапеция. А вот здесь как раз таки ее и видно. То есть вы можете видеть, что вот данный радиус, он немножко больше по ширине, вот нижний радиус, чем верхний. То есть вот она как раз таки та самая трапециевидная чемоданное сечение. Здесь из отличительных особенностей по КАМАЗ Урал также можно сказать про отсутствие раскладного элемента на вот съемной лестнице. Почему его нет? Так как ну вот именно длина рамы, то есть от цистерны до края рамы, противоподкатный брус, то есть его наличие, также с промежуточными ступенями, наличие вот этого вот достаточно мощного кронштейна под блок фары, в отличие от КАМАЗа, где такая тоненькая трубка идет, вот похожая на кронштейн крепления крыла. Здесь он мощный, усиленный, мы не стали здесь, скажем так, ничего лишнего придумывать, то есть закрепили промежуточную ступень на противоподкатном брусе, промежуточную ступень на данном кронштейне, и с него уже можно подняться на лестницу, продолжив подъем в зону обслуживания горловин на площадку. Противоподкатный брус регулируемый по высоте. То есть вот вы можете видеть шплинты, которые удерживают пальцы, фиксирующие отверстия, для того, чтобы можно было, переставив эти пальцы, зафиксировать брус в его верхнем положении. Сейчас он находится в нижнем положении. Элементы допога здесь в задней части: цепь заземления, кронштейн держателя сменных информационных табличек, пеналы 2 штуки в пластиковых контейнерах. Здесь они установлены у нас ОП-6, то есть 6 6-литровые. Вот, не знаю, здесь не видно, видно ли вот из-за этого кронштейна. Также крепление для защиты навесного оборудования от сдвига. То есть мы сейчас уже рассказывали, и теперь эта конструкция утвержденная, и к ней мы перешли уже основательно. То есть это ответные 2 части. Также через резиновую прокладку, болтовые соединения крепят навесное оборудование, навеску жестко к раме шасси. Верхние горловины у нас оснащены расширительными коробами, экологическими коробами для сбора возможного розлива, защитной дугой с боковыми подпорами под 45 градусов. Крышки люков заливных у нас алюминиевые AMG Z600, значит, имеют запорное устройство с классом EN по допогу, естественно. Освещение, вот также несгораемые диодные фонари. Сливные трубки, вот вы можете видеть, с каждого расширительного короба закреплены сливные трубки. Внизу установлен кран для как раз таки слива розлива с экологических коробов. Алюминиевые крылья, про них тоже уже мы говорили, значит, про их эстетическую, скажем так, вид, про их функциональные преимущества, о доступе удобном к центральному, к балансиру вот тележки задней. Здесь клиент у нас до этого покупал уже с такими крыльями КАМАЗ, тоже топливозаправщик, и вот пожелал, чтобы на Урале, на его, на Нексте также такие крылья присутствовали. То есть мы получили от него положительные отзывы. Ну и, собственно, его желание, чтобы у него такие крылья были и на Урале, это и есть положительный уже отзыв. То есть он сказал, что да, я хочу, чтобы у меня на Урале были такие же крылья, как и на моем КАМАЗе.
Маркировка, вот вы здесь можете видеть заземление, то есть что это заземление? То есть это не катушка, это вот та самая клемма заземления из нержавеющей стали, которую требуют сейчас на нефтебазах. То есть помимо заземления, катушки заземления, имеющейся на самом шасси, которая обязательно должна быть заземлена при наполнении опорожнений цистерны, на нефтебазах еще есть и своя система заземления. Они как раз вот цепляются к этим клеммам, мы их тоже делаем обязательно. Донные клапана, в данном случае это у нас донные клапана фирмы производства Sivacon. Они у нас пневматические. Рядышком в каждой секции имеется, естественно, чашка отстойника для слива мертвого остатка. То есть эти чашки у нас штампованы полностью. Также мы их штампуем у себя на прессе. То есть это такая цельная чаша со сливной пробкой. Ну, про сам надрамник тоже уже неоднократно говорили. Цельно-сварной, с минимальным количеством сварных швов, максимальное достижение геометрии с помощью гибочного оборудования. То есть у нас сейчас расширился наш парк прессов для гибки, то есть присутствует у нас и пресс с ЧПУ. Так что вот эти все гибы, они у нас идеально получаются четкие по углам необходимым. То есть все это задается на ЧПУ управлении, и здесь у нас не возникает никаких проблем потом при сопряжении, при сварке вот этих вот всех гнутых деталей, там где уже невозможно гибкой добиться геометрии, где уже нужна сварка. То есть там все это стыкуется, сваривается очень быстро, легко, так как гибочное оборудование достаточно хорошо делает свою работу и производит детали необходимого качества, то есть то, что задает непосредственно конструктор. Ну, вот такой брутальный, мощный, надежный автомобиль. Next, естественно, уже многие знают, он уже хорошо себя зарекомендовал, продается он не первый год, но вот, к сожалению, мы только сейчас начинаем осваивать производство навесного оборудования именно на этих шасси. Конечно же, первый раз мы столкнулись с некоторыми особенностями, не трудностями, а особенностями компоновки различных узлов шасси. Да, я уже говорил, кстати, про насосное оборудование в начале. Немножко пропустили мы его, это SVN-80, он здесь присутствует. Конечно, помучились мы для того, чтобы найти место под него, но тем не менее все сделали как надо, в лучшем виде. Доступно теперь вам не только в нашем исполнении навесное оборудование на шасси Next, но, как я уже сказал, это и бескапотные Уралы в исполнении с кабиной со спальным местом, либо без спального места, и хорошо всем знакомая старая капотная кабина 4320. Поэтому, если вас заинтересовал данный автомобиль, либо любая другая техника нашего производства, именно я имею в виду навесное оборудование, вакуумное, коммунальное, КН, значит, топливозаправщики, цистерны для питьевой воды. То есть все теперь мы можем вам предложить также и на шасси Урал. Если ваша компания, ваше предприятие в основном в своем парке имеет Урал, а не КамАЗа, я думаю, вам будет достаточно интересно получить предложение от нас по нашему навесному оборудованию на автомобильной линейке шасси производства компании АЗ Урал. Ждем ваших обращений, контакты есть на нашем сайте vectornpo.ru в разделе отдел продаж контакты. Спасибо.